Я думаю, что вам нужно почитать арабскую прессу, да, не иранскую прессу на персидском языке, а арабскую прессу на арабском языке. И тогда вы узнаете, что в Ливане есть иранский эксклав, который называется Хизбалла-Ленд. Тогда вы узнаете, что в последние годы осуществляется, как пишут об этом арабы, шиизация Сирии, и в Сирию поступает большое количество иранцев, так же, как и в Ливан, кстати говоря, из корпуса стражей исламской революции. И арабские газеты сообщают о том, что в настоящее время в Сирии вот это вот восстание исламистов, а там большую роль играют суннитские братья-мусульмане, оно подавляется при участии иранцев, которые не обязательно выступают с оружием в руках, но, как, повторяю еще раз, пишут газеты арабские, выступают в качестве инструкторов и тому подобное. И, кстати сказать, когда Евросоюз вырабатывал санкции против Сирии, там есть ограничения на передвижение некоторых сирийских руководителей, в частности и особенно на экспорт нефти из Сирии и тому подобное. Так вот, там есть один пункт, который не фигурировал в сообщениях российских информационных агентств, но он был. Это санкции против сил КОДС. Силы КОДС – это совсем не сирийская организация, это иранская организация, которая методами, определенными, скажем так, специфическими методами, чтобы не вдаваться в подробности, проводит политику Ирана в исламских и неисламских государствах. Я не знаю, есть там силы КОДС на территории Сирии или нету. Но я думаю, что от балды, как говорят по-русски, Евросоюз не мог принять такое решение. По-видимому, у них какие-то данные на этот счет есть. Я могу продолжать. Здесь коллега Долгов упоминал хуситов и события в Йемене. Но только птички не чирикают на деревьях и не говорят о том, что и оружие, и финансы поставляли, может быть, не 100%, но все-таки это было, иранцы. Бахрейн. В Бахрейне тоже есть иранское влияние. Единственное, с чем я соглашусь с вами, когда вы говорите о влиянии иранской революции, вне всякого сомнения, есть еще и влияние иранской революции как своего рода пример, если можно так говорить. Вот здесь люди старшего поколения сидят, помните, отмечали 50-летие Октябрьской революции в 1967 году, и говорили тогда, вот как Октябрьская революция повлияла на арабские страны, и так далее и тому подобное. Сам переводил массу материалов, я тогда работал в Тартас. Прошу прощения, редактировал, я еще тогда не так хорошо знал арабский язык, чтобы переводить. Был ответственным выпускающим редактором. Так вот, да, вне всякого сомнения, иранская революция повлияла на Ближний Восток, и Ближний и Средний Восток, то есть на весь этот регион, да, и на мир, в конце концов, повлияло, может, даже на Венесуэлу повлияло, можно проследить это влияние. Но мы не можем забывать и о том, что официальной политикой Ирана является экспорт иранской революции. И вот то, что происходит, я привел всего несколько примеров, это как результат воздействия, влияния иранской революции 1979 года, так и экспорт иранской революции из Ирана с использованием различных способов, методов и инструментов, среди которых упомянутый мною корпус или силы КОДС, Аль-Кудс по-арабски. Я хочу только добавить, да, безусловно, иранское влияние, оно существует, но я бы не стал бы его, вот, так скажем, преувеличивать или выставлять как бы решающим фактором. Оно есть, безусловно,
и в арабских странах, я тоже сошлюсь на арабские газеты, были сообщения о том, что в Египте создавались вот такие шиитские, прошиитские группировки. В Ливане существует это влияние, безусловно. По поводу Сирии я не могу сказать, как бы не подтвердить вот этого наличия вот этого корпуса Аль-Кодс. Скорее всего, все-таки это преувеличение, на мой взгляд. И то, что стражи исламской революции участвовали в подавлении сирийской оппозиции, тоже, на мой взгляд, это, мягко говоря, преувеличение. У сирийской, по-моему, правящей группировки достаточно своих сил. Что это союзники? Да, и то это, так скажем, не такие уж прямые союзники. Я имею в виду Сирию и Иран. Да, это союзнические отношения со времен Ирано-Иракской войны, и связи есть и на такой конфессиональной, может быть, основе, поскольку алавиты, это ветвь шиизма, известно. Вот. Но вот такого мощного или так сильного влияния Ирана внутри Сирии, я бы сказал, что это все-таки преувеличение. Но и в заключение можно сказать, что вот это влияние или продвижение своих национально-государственных интересов в другие регионы, это, в общем-то, нормальная дипломатическая практика. Это существовало, существует и будет существовать. Если мы возьмем Йемен, то Саудовская Аравия поддерживала и до сих пор, по-моему, поддерживает режим Салеха, то есть поставка и вооружений, и финансовой помощи, даже вот воздушные рейды против хуситов, это все присутствует, безусловно. И в Бахрейне тоже фактически те протестные выступления на Бахрейне, которые начинались шиитские, они были подавлены с помощью саудовских войск и войск государств Персидского залива. Притом вот сейчас они еще все-таки не совсем, не до конца подавлены, эти движения, сейчас они происходят. Притом, если речь идет о Бахрейне, они подавлялись достаточно жестко, примерно 600 по разным данным оппозиционеров бахрейнцев они исчезли, так скажем, пропали без вести. Есть некоторые сообщения о том, что о пытках в застенках, так можно сказать, наверное, бахрейнской охранки и бахрейнских спецслужб, где погибло, были сообщения поэтесса бахрейнская, в результате вот этих пыток. То есть вот это вмешательство уже саудовских войск. Но это, я повторяю, это, в общем-то, это может быть такие как бы крайности, о чем я говорю. Но вмешательство или продвижение своих национальных интересов – это обычная дипломатическая практика. Естественно, каждое государство имеет свои интересы в том или ином регионе. И, естественно, использует набор каких-то средств, там от военных и прочих, но до какого-то культурного, политического и религиозного влияния. Поэтому я совсем не удивляюсь, что, скажем, в Йемене есть эта самая заидитская секта, это шиитская секта, хусисты, естественно, так сказать, Иран оказывает им поддержку, и даже в Тегеране есть улица Абдель-Малика Хуси, но они считают, что вот он заслужил, этот погибший там у них, человек, которого можно... Это так же, как и в Ливане, я знаю, есть это Хезболла, естественно, есть отношения с, так сказать, и с алавитами, которые сейчас находятся у власти в Сирии, так же, как и с иранскими деятелями. Это вполне естественно, и поэтому каждая страна должна показывать помощь своим, так сказать, агентам влияния, которые находятся в той или другой стране. И я могу сказать, что в Средневековье, так сказать, было две супердержавы, Иран и Турция, которые, не знаю, между собой всегда, так сказать, как-то враждовали. Поэтому каждое государство уставало создать какие-то свои вещи. Курды выступали на стороне иранцев, а туркманы, которые на севере Ирака, они выступали на стороне Турции. Причем туркманы как раз переселяли их с Кавказа, из Средней Азии, с тем, чтобы они заняли вот именно эту полосу, которая там есть. Поэтому я ничего особенного не вижу. У каждой страна, естественно, решает свои проблемы, используя все те методы, которые доступны. Главное, чтобы не переступали грань какую-то определенную,
которая могла бы расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела, которое, в общем-то, наносит ущерб национальным интересам той страны, в которую они вмешиваются.